Сегодня чуть теплее. Подходил изюбрь к капкану. Здорово, хозяин. Сегодня у меня спринтерский забег. Проверил остатки капканов, уже вернулся. Уже почти закипает. Тут я, видимо, не здоровится. Да, Янда? Спасибо, хозяин. Вот оказывается, кто приманку-то подоедает. Собака могла там остаться. Ты что там осталось-то? Зачем туда вернулась? Ждешь? Молодец. Солнце уже почти село, сумерки. Ставлю последний капкан. Сегодня чуть теплее с утра на месте старта. А здесь на 15 градусов теплее на месте высадки. Дошел до первого капкана. По дороге следы соболиные попадались в разной степени свежесть. Но самое интересное, возле первого капкана изюбринный след. Прямо подходил изюбрь к капкану. И судя по хвоинкам, которые лежат, даже маскировку мою тут трогал. Вот след изюбринный. Туда вот уходит. Вообще как лёжка вроде, или копытел. Копытел, да. Капкан все нормально, не сбитый, не настороженный. И вот тут хвоинки лежат. Здорово, хозяин. Все нормально. Кошка только вылетела. Сегодня у меня, можно сказать, спринтерский забег. Сегодня хочу вернуться назад домой. То есть я сегодня без ночевки проверяю капканы. Вот сейчас дошел уже до зимовья, до большого. Сейчас его затоплю, поставлю котелок со льдом и быстренько проверю оставшиеся капканы. Капканы все насторожены. В одном была птица, попавшая, ворон попал. И в одном была съедена приманка. Просто добавил там. И вот быстренько по путику пробежался. Все, побежали. Янда, побежали. Проверил остатки капканов, уже вернулся. Один капкан снял, решил его поставить
Там вверху в начале следов побольше соболины. Близко, конечно, тракта. Опасно, что кто-то может проверить, снять, но рискнем. 2 капкана вот у меня есть. Один был резервный в рюкзаке, постоянно таскаю его. И вот этот снял, вот решил перенести их туда наверх. Ага. Уже почти закипает. Ну, как раз хватит чай попить пол котелка. Котелок закипел. Сейчас будем чай заваривать, перекусывать и в сторону машины направляться. Янда вернулась. Тут ей, видимо, не здоровится. Да, Янда? Что с тобой такое-то? Какая-то ходит квелая, не ест путем. То ли беременность на ней сказывается, то ли что. А, Янда, кушать будешь? Будешь кушать? Ну-ка, давай попробуем. Сушечку будешь? Барашку. Сушечку будешь? Кушай. Сушку ест. А корм утром есть не стала. И вечером тоже не ела. На еще. Янда. По-быстрому скрутил шаверму, разогрею, а то все замерзло. И сыр, и мясо, и лук, даже майонез, соус точнее, тоже успел подмерзнуть. Спасибо, хозяин. Пошли сюда, сюда пошли. Вот оказывается, кто приманку-то на капканах подоедает. Оползень. В этом же капкане как раз и ворон попался. Янда уходила примерно на километр от путика. Я стал подниматься наверх, думал, там ее дождусь. Самая ближняя она была от меня 700 метров. Думал, сейчас придет напрямую. Нет, она пошла своим следом возвращаться. Вернулась до моего. Ну и побежала в Зимовье. Зимовье уже было 2 километра, как я отошел. Вот, в общем, она сбегала до Зимовья. И, видимо, решила там ночевать. Я рюкзак бросил, спустился. Километр примерно. Покричал, вроде как бежит. Хотя бы лишний километр спускаться не придется. Времени-то мало уже осталось. Уже 1,5 часа до заката. Мне еще 3 капкана надо поставить. Почему еще возвращаться решил? Потому что Зимовье все-таки протопил я. Собака могла там остаться. 400 метров осталось. Бежит. По прямой было почти 800. Тут, точнее, 700 метров по прямой. Такого расстояния услышал меня. Ну что, бежишь, дурында? Ты что там осталось-то? Зачем туда вернулась? А? Зачем туда вернулась? Ночевать там собралась. Ну, молодец, хоть услышала. Пошли. Ждешь? Молодец. Час остался. Солнце уже почти село, сумерки. Ставлю последний капкан.